Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Спасибо большое за поддержку в ролике «Рожь или горчица». Я получил колоссальную поддержку в виде комментариев и добрых слов. Это очень было приятно читать. Неожиданно. Я не ожидал. Мотивация колоссальная. Есть желание дальше продолжать, дальше стремиться, что-то создавать. Еще раз скажу большое спасибо. Было очень приятно их читать. Это первый момент. Второй момент. Давно меня просили уже неоднократно не ускорять видео, а показывать, как есть в реальном времени. Но я, честно сказать, не знаю, насколько это же скучно смотреть в реальном времени мою работу. Я все думал, как это обыграть. Кому-то проще посмотреть все ускоренно, потому что вообще как бы ролики смотрят там 3-5 минут и все. А тут, если я в реальном времени буду показывать, это что, 8 часов моя работа. Ну, понятно, что смонтирую кое-что и ужму там до часу. В общем, я попробую теперь сделать два формата. Это, как и прежде, в ускоренном виде, все быстро и уже конечный результат. И второй момент, второй вариант будет это с монтажом. Тот же ролик будет выкладываться, но он будет значительно больше по времени для тех людей, кто хочет именно увидеть работу с большего такая, какая она есть. Ну а дальше по просмотрам, по комментариям, по количеству времени, потраченного на просмотр, я уже буду ориентироваться, также ли мне создавать по 2 ролика, либо все-таки, опять же, переходить к одному. По монтажу это добавит, конечно, несколько больше времени. Дело не во времени, а дело в вашем интересе, насколько этот формат будет интересен. Я понимаю, что одному одно, второму другое. Ну, посмотрим, вот как оно будет идти. Либо, если и там будет людям, зрителям интересно, ну, тогда, возможно, так и оставлю 2 формата. Пишите, будем работать над улучшением контента. Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Здесь буду я изготавливать перемычки для окон. У-блоки нарезал, склеил, выставил. Это было в прошлых роликах. Надо проармировать и залить бетоном. Попробую все в этой серии. Бетономешалку в прошлой серии я ремонтировал. Насколько она отремонтировалась, время покажет. Пошел я по достаточно сложному пути. Ну, не сложному, а долговременному. Ну, нету, короче, у меня арматуры, чтобы позагибать красиво перемычки. В идеале вообще это сделать вот квадратики, нагнуть их. Так, приложить арматуру, все это подвязать. Но нет у меня тонкой арматуры и нет у меня десятку гнуть не совсем удобно. И нет у меня такой приспособы, чтобы загнуть именно настолько небольшие углы. Мне проще нарезать и приварить все это. А вообще правильно это, конечно, гнуть. Гнуть и вязать вязальной проволокой. Сейчас я просто напривариваю и, ну и все. Вот такая получилась перемычка, красивая. Моменты. Предупрежу сразу по поводу того, что люди начнут писать, что нельзя варить. Это оконная перемычка, не фундамент. Металл. Понятно, что в некоторых местах он перекаленный и теряет свои эластичные свойства. Но у меня не будет сильно нагружена она. Там сверху еще 2 ряда и все. Это во-первых. Во-вторых, объем перемычек мне не нужен огромный, чтобы заморачиваться, делать и изготавливать устройство, чтобы загибать все это. Мне вот эти перемычки сделать и вообще забыть про эту тему. Так что не целесообразно изготавливать устройство. Проще вот наварил. Если бы приходились огромные нагрузки, и перемычка была бы тогда другой, и подходил бы я к этой теме иначе. Ну а так вот, как есть. По-моему, получилось красиво. Десяточка арматуры, десяточки перегородочки. Получается, на 4 блока она ляжет. По краям будет по 3 сантиметра. Нет, по 5 сантиметров прослойка будет. Ну и сверху, снизу в таком виде она будет у меня лежать. И заливаться уже бетоном. Ну, сейчас надо еще 2 изготовить. Уже начать заливать их сразу же сегодня. А вот на 3 блока, перемычки на 3 блока, там будет не из 4 арматур, а из 3 в виде треугольника. Буду там делать. Потому что 3 блока, они, опять же, 3 блока не будут находиться в подвешенном состоянии. Каждый блок еще заходит на стену сантиметров где-то 20, где-то 30. То есть висящая часть будет еще меньше. Потому не вижу смысла на 3-блочную перемычку делать 4 арматуры. Вчера, пока бетономешалку ремонтировал, сосед говорит: а с кем ты разговариваешь все время?
Думал, у меня уже крыша съехала. Сам с собой разговариваю. Так что, кто увлекается каналом, на вас еще не вызывали дурку? То сосед допился, сам с собой разговаривает. Хорошо, что не ругается. Не каналом, а ютубом, кто увлекается. Что меня умиляет в Солярисе, я сейчас варю Солярисом 227, что у него конденсаторы стоят на пропажу напряжения. Если ты только что варил и обрубила сеть, какое-то время, секунд 5-7, вентиляторы продолжают работать, охлаждать транзисторы. Прям так, что-то меня умиляет, это так нравится. Вот он, Солярис. И вот сеть обрубается. Вот сейчас на микрофон слышно, как он работает. Пять секунд. Примерно 5 секунд. Еще вентиляторы продолжают работать, охлаждать транзисторы. Как я считаю, это неоспоримый плюс. Если вы варили и обрубила сеть, там все нагрето, и хоть какое-то время они еще продуются. Так, показать, сейчас покажу перемычки. Вот эта перемычка у меня идет на 4-метровый блок, на 4 блока с U-образных. Вот она такая вот, шириной 10, высотой 7 сантиметров. Здесь небольшая ошибка заключается в том, что я сделал угольники коротковаты. Их надо было 6-7 сантиметров сделать. Я сделал где-то примерно 5, плюс-минус. Потому такой треугольничек получился не очень высокий. Но это не проблема. Следующий сделаю выше. А здесь и этого хватит за глаза, я считаю. Тут сверху будет 2 ряда, и армопояс залит будет. Вообще, можно вообще без перемычек, можно просто блоки склеил между собой. Они сами себя придавили, как арки делают, так и здесь. Но это я уже так решил, на всякий случай. Так, по сварочным работам все. Замешиваем раствор, укладываем арматуру. Сначала залью слоем раствора, сверху положу арматуру и долью раствор. Ну, сейчас увидите. Буду заливаться 300. 300 это получается, я по таблице посмотрел, там 10 литров цемента, 22 литра песка, 37 литров щебня. Бетон так быстро сохнет, что надо поливать его, а он аж шипит, как вода на него попадает.
Ну вот так вот, первая перемычка готова. Достаточно трудоемкий процесс, я не ожидал. Думал, будет попроще, полегче. Ну, привык работать с клеем. Там все эластично, налил. А тут приходится немножко по-другому. Но тем не менее, все хорошо. Проштыковал достаточно плюс-минус. Сильно идеально вышлифовывать нет смысла, потому что сверху будет опять же заливаться все клеем. Все это заклеится, клеем выровняется, и блоки сверху дальше закроют перемычку, и навсегда она там останется. Так, ну что, надо продолжать. И вот заметьте, все это время бетономешалка мешает, чтобы раствор не становился, чтобы там не схватывался. Миксер такого вам не даст. Ну, это я к слову к тому, что кто-то думает о покупке не бетономешалки, а миксера. Для замешивания клея миксер вообще не нужен. Подойдет перфоратор. Для замешивания бетона миксер не подойдет, только бетономешалка, там нагрузка. Для чего миксер тогда? Ну, тоже, конечно же, у него есть свой хлеб, но только что такой, опять же, специфический. Ну, как бы не исключать не стоит. У любого инструмента свой хлеб. Так, ну вот вторая перемычка готова, значительно быстрее все получилось. Уже руки наработали опыта больше. Как получается, мне вообще очень нравится, красиво, все шикарно. Потом шлифанем и блоками заложим, и перемычка будет идеально готова. Ну вот последнюю осталось мне домучить. На сегодня будет все тогда. Надо уже и отдохнуть. Ну а сейчас опять перенести щиты надо и поработать дальше. Ну вот, приступаем к укладке. Заливки последнего на сегодня перемычки. Последний 3 залил тихонечко до пенсии, как в комментариях говорят. Так до пенсии будем заливать перемычки. Красота как ложится, блин, вообще. Доволен собой неимоверно. Нравится все очень, все просто прекрасно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.